Всем привет! Сегодня у нас будет не совсем обычный видеообзор, это больше некий страшный сон современного коллекционера. Я вам приготовил автомобили Франкенштейны, которые отдаленно напоминают настоящие прототипы, с которых они копировались, и эти модели уже давно сняты с производства. Это частичка моей коллекции, часть истории. Я их покупал, когда они были в новинку. Конечно, по нынешним меркам эти модели не дотягивают даже до детских игрушек. Если вы зайдете в детский мир, то там на прилавках будут автомобильчики более похожие на настоящий прототип. Но, тем не менее, эти модели интересно рассматривать, особенно по прошествии долгих лет. Ими можно пугать гостей, также демонстрировать их зрителям канала для поддержания тонуса, чтобы вы не забывали, какие модели выпускались 20-30 лет назад. И, к счастью, у меня таких автомобилей не так много. И начнем мы с обзора автобуса Cavs от производителя Deep Models. Эта модель выпущена ограниченным тиражом 144 экземпляра. И тут схема окраски аварийной газовой службы. Шутка, это старая модель от Компаньона. И модель изготовлена полностью из пластика, она очень легкая, и у автобуса окрашен корпус. Но если посмотреть на качество лакокрасочного покрытия, создается такое впечатление, как будто корпус автобуса просто окунули в ведро с краской. И в то время у Компаньона был довольно обширный ассортимент различных автомобилей. Автобусы предлагались как в стандартной схеме окраски, так и были милицейские варианты, кареты скорой помощи, пожарные автомобили. И сложно сказать, насколько точно эти машины соответствовали в плане окраски настоящим прототипам. И у меня в коллекции два Cavs от Компаньона, второй я тоже покажу после этой модели. И если вы посмотрите, тут очень примитивно сделан салон. Сиденье из полупрозрачного пластика, и вообще у меня вопрос, пластик ли это, и такое ощущение, как будто эти модели изготавливали из вторсырья. Если вы посмотрите на остекление, то тоже присутствуют какие-то вкрапления, очень мутные окошки, и даже по тем временам уровень проработки этой модели был намного хуже, чем у старых моделей, которые выпускались в советское время. Розовая мигалка, тоже с какими-то пузырьками воздуха, установлены зеркала заднего вида, плюс модели это осветительная техника, фары спереди из прозрачного пластика, как и задние фонари, но тем не менее они тоже смотрятся очень убого. Если вы посмотрите на детализацию рамы, то она уступает даже в плане проработки старым иликоновским КАМАЗам. Во всяком случае, у модели от Иликон была рабочая подпружиненная подвеска. Но есть у этой модели и хороший момент, это вполне нормальные покрышки, которые напоминают настоящую резину, и по прошествии времени покрышки на этом автобусе не оплавили колесный диск. Зачастую на современных журнальных моделях покрышки по истечении 3-4 лет дубеют, выделяют пластификатор, он портит обод колеса, и в самых запущенных случаях диск попросту идет на выброс, а тут уже модель, проверенная временем. И покажу вам второй автобус с новым типом облицовки передней части. Машина в схеме окраски дежурной пожарной части. Точно такой же салон, правда он уже другого цвета, немного изменили дизайн зеркал заднего вида, точно такая же мигалка и точно такой же низ автобуса, правда тут пластик другого цвета, и как раз вы можете посмотреть, в пластике очень много каких-то инородных веществ. Это и пузырьки, и какая-то крошка, и, повторюсь, у меня такое ощущение, как будто эти модели изготавливались из второсортных материалов. И у меня еще в коллекции одна модель от Компаньона. Это автобус на базе грузовика. Как раз вы в кузове можете посмотреть, присутствуют небольшие сиденья. Правда, остекление тоже мутное, с какими-то пузырьками воздуха. И у этого грузовичка у меня потерялись зеркала заднего вида. В свое время одно зеркало я случайно сломал, второе демонтировал, положил его в отдельный пакетик и уже не могу его найти который год. Но я думаю, сюда можно поставить аналог из фототравления, если это будет необходимо. И вот так проработана ходовая часть. Уже добавили выхлопную трубу, запасное колесо
вместе со ступицей. Конечно, по-хорошему нужно высверливать центральную часть. Я думаю, эту модель вообще не стоит покупать в свою коллекцию, если у вас ее до этого не было, а лучше взять машину из журнальной серии. Там кабина более походит на настоящую. Тут она, во-первых, узкая, как-то, на мой взгляд, слишком завышена оконная линия и очень много просчетов в геометрии кабины. И покажу вам последний газ от компаньона, чтобы не травмировать вашу нежную психику. Это модификация 5312. И тут добавили зеркала заднего вида, стеклоочистители в виде отдельных элементов. И несмотря на всю свою кривизну, эта модель передает образ настоящего прототипа лучше, чем более современная модель от нашего автопрома. У них газоны совершенно неудачные, и я модели от Напа не покупал в свою коллекцию. И очень странно, почему они до сих пор делают перевыпуск этих автомобилей, потому что даже ребенку такую модель, я думаю, покупать нету особого смысла. Она слишком дорогая для детской игрушки. А вот этот газончик в свое время продавали за 350 рублей. И если вы знаете, тоже напишите в комментариях, сколько эти модели могут стоить сейчас. И вот так выглядит нижняя часть. Тут у меня было, по-моему, неправильная рессора. 2 левых или 2 правых, и я ее переворачивал и заново просверливал отверстия для крепежных штриков. И следующая модель, которую я вам покажу, это старый советский ЗИЛ от фабрики Электроприбор. Это сидельный тягач, и у меня в коллекции есть набор из 3 моделей. Я, по-моему, вам его еще не показывал. Нужно найти ту коробку, она у меня лежит в самом дальнем углу, и до нее попросту я до сих пор не добрался. Тут уже лучше покраска. Конечно, страшный грузовичок, но тем не менее на тот момент других вариантов и не было. И мне всегда у этой модели нравилась проработка колесных дисков и то, что установлены покрышки, которые можно демонтировать и при желании поставить на другую модель. И, кстати, я вам показывал некоторые старые машины ручной работы. У них были установлены как раз покрышки и задние колесные диски с похожего ЗИЛа. Тут очень примитивно сделана рама, также сцепное устройство, вот так выглядит нижняя часть. И этот грузовичок был в наборе с полуприцепом ADAS. И, конечно, это очень старая модель, она повидала многое в своей жизни, поэтому полуприцеп уже пожелтел, некоторые детали сломаны, и я думаю, впоследствии я восстановлю эту масштабную копию, перекрашу кабину грузовика и покрашу борта на полуприцепе. И вот так выглядит эта модель с установленным полуприцепом. И следующая масштабная копия — это еще один ЗИЛ, только завода Арсенал, и эта масштабная копия более современная, у нее открываются дверцы. Давайте попробуем открыть одну дверку, если она не сломается. Ну, дверцы открываются очень туго, странный механизм открытия дверей, и когда вы ее открываете, она почему-то норовит выскочить из своего посадочного места. И сложно сказать, что это за модификация ЗИЛа. Скорее всего, это какой-то опытный автомобиль, потому что на серийных машинах фары были в бампере, а не на передних крыльях. И тут розовый тент, он съемный, также откидывается задний борт. И эти модели продавались как отдельно, так и вместе с прицепом, и прицеп был с точно таким же кузовом и точно таким же тентом. И были в продаже автоцистерны для перевозки топлива, но у меня в коллекции только один вариант, и больше таких моделей я в свою коллекцию не приобретал. Тоже немножко потрепанная масштабная копия, нужно подкрасить сколы, но во всяком случае она комплектная. И следующая модель, которую я вам покажу, это современный КАМАЗ от Эликон, модель 2011 года. У меня сохранился оригинальный вкладыш.
И эту машину я взял просто как часть истории, потому что это был самый последний КАМАЗ, который выпускался еще на Иликоне. Некая попытка изобразить обновленную модификацию. Решетка радиатора почему-то желтого цвета, хотя можно было ее окрасить в цвет грузовика. Более-менее нормальные зеркала заднего вида, а остальные детали, как и у старых советских КАМАЗов. И на эту модель я поставил покрышки из набора АВД дополнения. Вполне хорошая резина, которая отлично садится на диск иликоновского КАМАЗа. И у модели поднимается кузов, откидывается задний борт. И покажу вам еще один КАМАЗ ручной работы. Ужасная масштабная копия, даже не знаю, как я умудрился купить ее в свою коллекцию, но по фотографиям в интернете казалось, что это вполне хорошее изделие, но попался вот такой некачественный экземпляр. Тут тоже все залито краской, если вы посмотрите, кузов покрашен очень неаккуратно. И, конечно, единственный положительный момент на этой модели – это харьковские покрышки, которые, кстати, тоже не очень ровные. Эта модель долгое время стояла в обычной коробочке от иликоновского КАМАЗа, и коробка чуть ниже, чем сам грузовик, поэтому деформировались передние покрышки. Сам прототип очень интересный, задумка хорошая, но исполнение, как всегда, на непонятном уровне. И покажу вам еще одну самоделку, которую я покупал относительно недавно. Это «Москвич» каблучок. Тоже модель сделана на старой форме от советской саратовской масштабной копии, но качество этого экземпляра тоже не идет ни в какое сравнение даже с худшими промышленными образцами. Тут очень много рытвинок на кузове, очень некачественная покраска, и, кстати, у этой модели постоянно вываливается днище, нужно его подклеить. И такое ощущение, как будто на этой машине Бонни и Клайд удирали от полицейских. И также у нее помято правое крыло. И покажу вам последнюю модель. Это вполне удачный полноприводный раллийный КАМАЗ, но главная проблема этой масштабной копии – это некачественные наклейки. И тут даже не декаль, а просто толстенная бумажная наклейка, которая наклеена не очень аккуратно. Она закрывает и расшивку, и дверные ручки, и другие элементы, и очень портит вид вполне хорошего грузовика. А так у этой масштабной копии откидывается кабина, также поднимается передняя часть защиты, рабочая балансирная тележка, вращаются карданные валы. И нужно посмотреть, продаются ли отдельно наборы декалей точно такого же дизайна, и можно будет убрать наклейки, наклеить заново декали, и тогда это будет вполне хороший грузовичок. Но это тоже новодельная модель, одна из последних от Иликона в моей коллекции, и я ее тоже купил как часть истории. И пишите ваши комментарии, какая из показанных мною моделей вам не понравилась больше всего. Если в вашей коллекции такие непонятные образцы, почему вы их купили, почему оставили, что вы с ними делали. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.